Всех приветствую, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PS. Пришло время снова поговорить про UFL. Футбольный симулятор от белорусской команды разработчиков. Учитывая, что в прошлый раз я забыл, а точнее просто не успел рассказать про Ромелу Лукаку, который успел стать партнером игры. Но на этом все интересно не заканчивается, и в рамках данного ролика предлагаю обсудить последние новости и в целом ситуацию вокруг этого футбольного симулятора. Но перед началом не забудьте поддержать данный ролик своей активностью в виде комментария с вашим мнением, ну и лайком под этим роликом, что существенно поможет каналу в борьбе с алгоритмами. А если вы находитесь на этом канале впервые, то я бы порекомендовал вам подписаться и прожать колокольчик для уведомлений. Итак, как я и сказал в самом начале этого ролика, в прошлом видео по UFL я не успел рассказать про Ромелу Лукаку, который неожиданно стал партнером игры от белорусской команды разработчиков. Теперь мы можем предположить, что команда UFL собирает партнеров из английской премьер-лиги, поскольку уже подписано Вест Хэм и трое футболистов из этой лиги, а в частности Александр Зинченко, Роберто Фермино и теперь Ромелу Лукаку. В отличие от предыдущих двух партнеров, а именно Зинченко и Фермино, нам представили не только модельку футболиста, но и небольшой синематик, то есть геймплейный ролик. Конечно, это не сам геймплей из игры, а скорее отрендеренный 3D ролик, но так или иначе. Из него можно отметить кое-что интересное. Во-первых, в первоначальной версии ролика моделька Лукаку была очень полигональной и очень плоской, как по мне. И я это отмечал в своей группе ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании. После демонстрации модельки Лукаку нам демонстрируют идентичные движения, как он исполняет пенальти в реальной жизни, то есть движения точь-в-точь. Что же касаемо модельки, то она вызвала небывалый ажиотаж в сети, поскольку в первоначальной версии трейлера, как я и сказал, она выглядела очень мыльно. И на фоне всего этого команда UFL выкатила отдельный скриншот с моделькой игрока, где он выглядит намного лучше. Конечно, не кардинально изменился, но полигонов стало чуть больше. Что можно сказать по самому Лукаку, в принципе он похож, не скажу, что прям точь-в-точь, и все-таки мне больше нравится, как он выполнен в eFootball. Разница лишь в том, какая у него прическа там и здесь. Что же касаемо этого небольшого отрывка с разбегом и ударом Лукаку, как я и сказал ранее, это скорее всего не полноценный геймплейный отрывок, а небольшой пререндеренный ролик, поскольку реальные кадры геймплея ожидают нас лишь 27 января. Однако с каждым днем приближения этого самого 27 числа, когда нам покажут геймплейный отрывок новой игры, ажиотаж по поводу UFL увеличивается с каждым разом, поскольку ожидания игроков от этой игры, они просто запредельные. Все банально устали от eFootball и FIFA, а в частности от их разработчиков, которые особо уже не стараются и выкатывают игрокам футсимы без какой-либо изюминки. Поэтому от UFL все ждут какого-то чуда. Отсутствие гандикапа, приятного и реалистичного геймплея и супер реалистичной графики. И если просто в лишний раз зайти в комментарии под публикацией официального аккаунта в Твиттере, то вы просто найдете тонну просьб сделать игру нормальной, реалистичной и не следовать примеру PES и FIFA. И поэтому на фоне всего вот этого мне остается лишь пожелать удачи разработчикам и надеюсь, что их игра получится, если не самой лучшей на фоне того же eFootball и FIFA, то как минимум конкурентоспособной. Также недавно команда разработчиков Strikers опубликовали довольно-таки интересный ролик о создании UFL, в котором рассказали о том, как проходит работа над анимациями в игре. Вкратце, они рассказывали о захвате движения, кто за что отвечает и как оно в целом происходит. Также нам засветили парочку анимаций, которые все еще не напоминают геймплейные кадры, но дают нам представление, как футболисты будут двигаться в игре. Выглядит это, конечно, сыровато, но вполне перспективно. Ваше же мнение по поводу модельки Ромелу Лукаку и в целом игрового процесса UFL я буду ждать в комментариях под этим роликом. Какие у вас ожидания и считаете ли вы, что UFL может стать конкурентом FIFA и eFootball? Обязательно дайте знать в комментариях под этим роликом. Ну и убедительная просьба, не забывайте поддерживать данный ролик своей активностью в виде лайка, что на самом деле тоже немаловажно, и именно ваша активность помогает роликам продвигаться ютубом, настолько, насколько это возможно. Ну а если вы находитесь на этом канале впервые, то, конечно же, подписывайтесь и прожимайте колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться. У меня же на сегодня все, и я всех благодарю за ваше внимание. Услышимся в следующих видео на канале Realistic PS. Всем пока, дорогие друзья!